Владислав Антонышев, Московская область. Майя Шигай, Андрей Шадирков, Пермский край. Вероника Миренкова, Даниль Галимов, Краснодарский край. Разрешена разминка. Наконец-то дождались мы соревнования спортивных пар в произвольной программе на Гран-при в Магнитогорске, где уже несколько дней фигурное катание дышит полной грудью, и болельщики приходят. Причем у меня такое впечатление, что каждый день разные болельщики приходят. Не то, что вот пришли в начале и одни и те же ходят. Вот здесь вот за моей спиной совершенно другие люди сидели. То есть какая-то идет еще дополнительная текучка, и все, практически весь Магнитогорск, мне кажется, хочет здесь побывать. Спортивные пары для вас комментируем мы, Василий Соловьев, и олимпийский чемпион Максим Троньков. Приветствую тебя. Приветствую тебя, Василий. Приветствую всех любителей фигурного катания, внимание которых приковано сейчас к экранам в ожидании состязания спортивных пар. Я, честно говоря, в предвкушении, потому что вчера лидирующие дуэты, первые, наверное, 4 пары показали очень хороший уровень катания, чем я, как парник сам в прошлом, не могу не радоваться. Как же любят Машу Петрову и Лешу Тихонова каждый раз, как их показывают на экране, а показывают всех тренеров на экране, но вот именно Маша с Лешей всегда бурными аплодисментами встречают, потому что они просто какой-то символ пары, видимо, невероятнейший через годы. Они тренируют Еву Хмелькову и Владислава Антонышева, которые были только что на ваших экранах. Они разминаются и будут выступать первыми, а вслед за ними будут кататься Майя Шигай и Андрей Шадирков. Мы вчера с тобой, когда представляли эти пары, я немножечко оговорился и потом уже вспомнил, что я имел в виду. Дело в том, что ребята второй сезон катаются вместе, но среди взрослых первый, а когда Майя каталась с предыдущим партнером Игорем Шамшуровым, она выигрывала юношеское первенство. Просто это было очень давно, в 22 году, а я так вот на автоматизме. Теперь новый партнер, новая жизнь, новые результаты, новые цели и новые достижения. Тренируются они у Павла Сульсаренко, Егора Закроева, Татьяны Кудвасевой в Пермском крае. И третья пара в этой разминке — Вероника Миренкова и Даниль Галимов. Они тренируются у твоего дорогого друга Федора Климова, который отпраздновал рождение дочки, да? А как назвали, не знаешь, не говорят? Ну, я думаю, что если ребята захотят когда рассказать что-нибудь, то они сами это сделают. Нет, просто вдруг ты где-то в соцсетях какую-то публичную информацию. Я пока публичной информации не видел, да поэтому некогда, держать буду рот на замке. Правильно, потому да тебе и некогда видеть никакие соцсети, потому что мы, конечно, здесь, на стадионе, с утра до вечера работаем, сфокусированы на том, что происходит на льду. Ксения Ахантьева, их представляет на стадионе Софья Евдокимова, постановщик. Ну и во всех интервью, конечно, рассказывает Вероника, как вот она стала фигуристкой благодаря тебе. Не благодаря мне, а благодаря паре Татьяна Волосожар, Максим Троньков. Но рядом ты здесь, ты сидишь. Потому что нельзя отделять именно, если Вероника впечатлилась именно катанием спортивной пары, и именно в парное катание захотела прийти, это, конечно, дорогого стоит, потому что, конечно, популярно одиночное катание, и все хотят изначально быть одиночниками, ими и являются, а потом уже переходят либо в спортивные пары, либо в танцы на льду. Но вот если прям была цель кататься в паре, то это здорово. Представляете, как вдохновился юный спортсмен чьим-то катанием, в данном случае нашим с Татьяной. И вот теперь я имею такую возможность комментировать не только это событие, но еще и прекрасное катание. Вчера здорово в короткой программе Вероника и Даниль выступили, катались просто здорово. И теперь вот едут, нам подмигивают прямо со льда. Ну, вообще у нас здесь очень хорошая позиция. На Леше Ягудину даже поцелуй во время программы отправила Мария Захарова.
Как разминка проходит? Ну, пока, честно говоря, без серьезных срывов. Все ребята сосредоточены. Такое самое большое напряжение, оно остается все-таки в короткой программе. То есть и на произвольную ты уже выходишь второй день, ты уже, в принципе, знаешь, что тебя ждет, лед зрителя. И нет такого стартового волнения, как перед короткой программой. Поэтому и по разминке, как мне кажется, ребята все уже более-менее сосредоточены. На утренней тренировке была очень такая светлая атмосфера, и рабочие, и с юмором, с каким-то друг друга, постоянно приветствовали что-то, там как-то обращали внимание на какие-то детали этой разминки. Ну и многое получалось с утра, не разминка, а тренировки. Многое получалось, выглядело шикарно. Вот и утром тоже он падал. Ну, в фигурном катании вообще такое бывает. В тот момент это была самая юмористическая деталь утренней тренировки, потому что он хотел попрощаться, упал, и все начали аплодировать, как будто тренировка закончена. Спасибо большое. Ну, немножко юмора не помешает. Работа все-таки у фигуристов нервная. Иногда нужно как-то разрядиться. Для исполнения произвольной программы Дебютанты взрослых соревнований Ева Хмелькова и Владислав Антонышев готовятся к исполнению лирической произвольной программы. Тема любви и одиночества из фильма «Гладиатор» в исполнении виртуоза дудука Дживана Гаспаряна. А начнут они программу с комбинации флипа и 2 акселей.
Вот так трагедия в произвольной программе у Евы Хмельковой и Владислава Антонышева. Я такого давным-давно уже не видел, как будто вообще все рассыпалось, вывалилось из рук, из ног, из головы. И, казалось бы, остановиться и начать все заново и сделать совершенно спокойно все те элементы, которые у них так хорошо получаются. Чтобы настолько... Да, ну и короткая программа тоже не задалась, скажем так. Вообще турнир, в принципе, не получился у ребят. И хочется им пожелать как-то пройти вместе с их новым тренерским дуэтом через все эти сложности. И вот Мария говорит, что надо бороться. Ты летишь, тебя на ногу ставить. Да, а ты не борешься вообще. Надо бороться. У нас такой спорт, где надо бороться. На все. У нас такой спорт, что надо бороться, говорит Мария. И даже не знаешь, как анализировать повторы, когда Я почти не знаю, как ничего не успеть все это получилось. сделать, потому что, да, действительно, начало программы все рассыпалось. То есть и даже вот эта подкрутка, которую нам показали, она не была выполнена должным образом. То есть там только второй уровень, такая очень, она немножко недокрученная, с нечеткой ловлей. Первый же каскад тоже из двойного флипа и двух двойных акселей. Казалось бы, ничего сложного, но и там только одинарный аксель у партнерши. Опять же, степ-аут после выполнения Ридбергера, 2 падения с 2 выбросов. Сорванная поддержка вот сейчас тоже на наших экранах. Ну, то есть абсолютно рассыпалась программа, и приходится говорить только, к сожалению, о чем-то негативном, о падениях, о срывах и так далее. Еще парное катание чревато тем, когда такие вещи происходят, ну, опасностью. Травматичностью, да, высокой. И, в принципе, даже элементы, которые не такие, скажем, сложные, где нужно набирать просто уровни сложности хорошие, и те были сделаны на уровень 2 или 3. Ну, отпустили себя в программе. То есть, действительно, как Мария сказала, что чуть-чуть надо все-таки бороться до конца, все эти копеечку к копеечке складывать, каждый уровень, каждую оценочку зарабатывать на каждом элементе. Давайте будем надеяться, чтобы у Евы и Владислава это был последний такой разлаженный, разобранный прокат, чтобы они забыли о нем как о страшном сне и вышли уже на следующие соревнования в совершенно другом качестве и в другом состоянии. Ну и нам тоже пожелаем, чтобы дальнейшие наши соревнования сейчас продолжались в более продуктивном ключе. 88 баллов, много снижений, много потерь и 138-93. Первый результат сегодня. На лед приглашаются Майя Шигай и Андрей Шедерков. Это высокие эффектные выбросы, уже вполне себе слаженное катание, ведь пара выступает второй сезон, но первый взрослый. Еще один выдающийся саундтрек Ганса Циммера задаст ритм «Интерстеллар». Но чтобы поддержать этот ритм, нужны элементы.
к лицу им такая космическая тема в их произвольном катании, особенно когда случается вот этот высоченный, пролетный, красивый выброс, который можно пересматривать и пересматривать. Но лучше всего, конечно же, смотреть на льду. Майя Шигай и Андрей Шедерков. Да, тоже не без ошибок сегодня катались ребята, но не будем их строго судить. Все-таки первый такой сезон на взрослом уровне, первый турнир. И, может быть, где-то с нервами ребята не справились. Ну, к слову, ошибка на стартовом прыжке примерно такая же, как и в короткой программе у Майи Шигай. Поэтому хочется только поддержать ребят, чтобы дальше по сезону уже они двигались более уверенно. Первый шаг сделан. Чуть аккуратнее, но старался все возможное поддержать. Чуть аккуратнее, но все возможно. Давайте разберем на замедленных повторах, что можно разобрать. Ну, далековато прыжок такой еще и... Ну, только двойной, и получается. падение, к сожалению, с двойного тулупа, это... А должна была быть комбинация. Да, и потеряли очень много тоже ребята, потому что не сделали они комбинацию из прыжков. И второй прыжок сольный, который двойной аксель вот этот вот, они к нему тоже ничего не добавили. То есть могли бы... Ну, здесь тоже ошибка на приземлении у партнера, но тем не менее можно было добавить двойной тулуп или еще один двойной аксель, чтобы больше баллов набрать. Но, к сожалению, остались только с двумя сольными прыжками ребята. Интересно, если бы он нормально выехал с акселя. Ну вот выбросы очень классные, добавить. просто кометой она взлетает. Здесь поборолась на Ридбергере, а флип был шикарно выполнен в этой программе. Тодос вперед наружу, это довольно сложный элемент, не все пары умеют это делать, даже чемпионы мира, олимпийские чемпионы не всегда обучены этому элементу. Но сейчас все больше и больше начинают его использовать, и вот уже несколько пар у нас в России делают. Но у них он получился третьего уровня. Это очень хорошо для такого Тодоса, да. А стоимость обычно она не сильно различается, несмотря на то, что он самый сложный, да? Нет, она различается, конечно. Внутренние Тодосы дешевле, чем наружные. Но не сильно. 105-55 за произвольную и 157 по двум программам. Краснодарский край. Сочинские фигуристы Вероника Меренкова и Даниль Галимов тренируются в олимпийской колыбели «Большой айсберг». Именно там 11 лет назад горнолыжница Вероника решила стать фигуристкой, увидев на играх велосажара Тронькова. Сейчас она учится в президентском Сириусе. Даниль – московский заочник. Молодцы. А их программа – это Аха и Крис Айзек в едином романтическом порыве.
Вот таким образом прошла первая разминка в спортивных парах. Аж дух захватывает, но, к сожалению, сегодня в плохом смысле этого слова, потому что переживаешь за спортсменов. Нет, только не сейчас, нет, только не это. Пусть все будет хорошо. Мы испереживались. Да, увы и ах, очень классная пара. И вчера как будто бы судьи немножко строго к ним отнеслись. И зал, на самом деле, их очень любит. Это невероятно. Первый раз ребята выступают, если бы вы слышали, что сейчас происходит. И это не при чистом катании. А вчера зал свистел, недовольный оценками этих ребят. И кричал «мало, мало». И сегодня кричат «браво» и поддержат аплодисментами. Но этим и отличается, да, отличается юниорское катание от взрослого. В произвольную программу добавляется еще одна верхняя поддержка. И вот, может быть, это повлияло, и сорвана она была сегодня у ребят, потому что 3 поддержки делать немножко сложнее. Не совсем в темп не попали ребята и потеряли очень много баллов на этом элементе. Ну и сплошная математика. Нужно посчитать, сколько на этих элементах они потеряют и где окажутся по итогам 3 прокатов. Наверное, впереди, скорее всего, потому что ошибок было много у всех. Да, но с прыжком, контентом пока ни одна пара не справилась. Ближе всех были именно эти ребята, Вероника и Даниль. То есть, да, грубая ошибка на Ридбергере, недокрут находит судейская бригада. И вот здесь на каскаде тоже Даниль провернулся, хорошо ногой свободной не задел лед, то есть поменьше ему за это снимут. Но тоже находят недокрутик, ставят такую кушечку, так называемую, в протокол. И вот, конечно, это сорванная поддержка. Поторопилась немножко, как мне кажется, Вероника. Даниль даже не успел подсесть и дожать потом не смог, потому что руки уж слишком высоко у партнерши были относительно центра тяжести. И не смог, вот пытался вытянуть эту поддержку, но не смог. Ну, а дальше уже здорово катались. 2 тройных выброса шикарно сделали. Оставшиеся 2 поддержки тоже хорошие, 4-го уровня. И Примерно похожие надбавки за выполненные элементы, чисто выполненные, получают спортсмены, как и их ближайшие соперники Майя и Андрей. Ну и оценка в произвольной программе очень похожа по уровню. 107 баллов на 2 балла, даже меньше, чуть больше, чем у спортсменов. Майя Шигай и Андрей Шестерков, занимающих 2-е место. Алиса Блинникова, Алексей Карпов, Санкт-Петербург. Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Пермский край. Анастасия Мухатова, Дмитрий Евгеньев, Москва. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко, Пермский край, Республика Татарстан. Разрешена разминка. Участники следующей группы на ваших экранах. Гран-при России продолжается, и соревнования спортивных пар – это всегда особенное событие. И то, как зрители реагируют на выступления тех пар, которых мы видели даже в предыдущей группе, говорит о том, что парное катание очень любят. И, конечно, многие на стадионе и не разбираются в том, у кого какой уровень и у кому какую надбавку поставили. А вот когда спортсменка летит выше бортика, выше головы своего партнера, парит, и как в выбросе, так и в поддержке, то это не сравнить ни с каким другим видом фигурного катания. Алиса Блинникова и Алексей Карпов представляют Пермь, представляют Санкт-Петербург, Академия фигурного катания, тренируются у знаменитых Великовых в школе, и их тренер — это Василий Великов, внук
Хореографы Денис Лунин на ваших экранах рядом с Василием. Также и Игорь Кощеев работает над программами ребят в этой школе. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Вот они из Перми. Ученики Павла Слюсаренко, Егора Закроева, Татьяны Тудвасевой, которые будут начинать свою программу с тройного Сальхова. Пожелаем всем удачи, чтобы наконец-то прыжковые элементы догнали здесь элементы парные, чтобы можно было и им поаплодировать. Есть надежда, что Блинникова с Карповым хорошо выполнят свои элементы, потому что не секрет, что Василий Великов сам катался и в одиночном катании, и про прыжки понимает даже больше, чем просто парники. Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Еще одни ученики Марии Петровой и Алексея Тихонова из школы «Наши надежды». Со своей невероятно художественной программой, в прямом смысле этого слова, потому что посвящена она художнику. Вы без труда узнаете по костюмам, какому именно художнику. И снова Маша и Леша на экране, и все аплодируют. Это просто у нас такой здесь специфический аттракцион, игра. И последними в этой группе по списку, но не по значению, будут выступать также из Перми Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Ну что, судя по разминке, есть у нас надежда, что что-то изменится? Правда же? Ребята приветствуют зрителей, их объявляют на стадионе. Видно, что они ощущают себя раскованно. Ну, раскованно ровно настолько, насколько они могут себе позволить, как профессионалы этого дела. Ну, дело в том, что действительно Артем Грицаенко, которого сейчас представляли здесь на арене, он родом из Челябинска, это Челябинская область, поэтому, конечно, он поприветствовал зрителей, и зрители тоже ответили бурными аплодисментами. Пермь такая действительно мекка парного катания. Много ребят приезжают из разных городов, чтобы стать качественными, хорошими парниками. И, например, вот здесь две пары, представляющие Пермский край, и ни одного коренного пермяка среди них нет. Потому что обе девочки, и Лиза, и Юля, они из Казани, а Леша Брюханов из Санкт-Петербурга, и вот Артем из Челябинска. То есть все они живут и тренируются в Перми в команде Павла Слюсаренко. Потому что в Перми центр подготовки, а в Казани хорошие парницы рождаются. Все логично. И даже Егор Закроев, который выводит ребят сейчас на лед, он в свое время тоже был учеником Павла Слюсаренко и тоже приехал из Красноярска и тренировался в Перми. То есть действительно очень много ребят приезжают, и здорово, что приезжают, потому что классная школа пермская. Большой привет передаю в родную школу. В этом году 40 лет моему родному Орленку исполняется, Дворцу спорта. Как отмечаете? Отмечаем, отправляем поздравления, видео поздравления, голосовые. Сочиняем стихи. Уважаемые спортсмены, ваша разминка завершена. Пожалуйста, покиньте лед.
На лед приглашаются Алиса Под пение Блинникова, Азнавура Алексей или Карпов, Марка в постановке Санкт-Петербург. Дениса Лунина будут кататься Алиса Блинникова и Алексей Карпов. Опытные спортсмены тренируются в знаменитой школе Людмилы и Николая Великовых. И их тренирует эту пару внук Великовых, Василий. Вместе с хореографом они на этом турнире поддерживают пару, выводят ее на лед, настраивают. Работа кипит. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit. Tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller regarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête et comme le collégien, ils s'en vont en de bête dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. C'est parce qu'ils en ont vu trop et qu'ils veulent oublier. Alors ils jettent à l'eau, mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle. Sur la Seine, les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas Paris. Là, l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt nuit et jour font des tours et des tours à Paris. Программа, которая
должна была быть призвана, была быть чем-то легким, воздушным, эмоционально подъемным, к сожалению, превратилась в такое суровое испытание для этих спортсменов. Я называю это магнитные бури. У нас сегодня в соревновании спортивных пар реально какая-то магнитка ощущается в другом смысле этого слова. Я не знаю даже, что сказать. Ну, я знаю, что сказать, но, к сожалению, посмотрите, как прекрасно цветочек дарит партнерши. Алексей, извиняюсь за такой старт программы. Короткая программа, шикарная. Я прям перехваливал вчера ребят, потому что здорово справились они с ней. Я думал, что наконец-то они выбрались вот из этого состояния срывного, которое их преследовало последние сезоны. Но когда я тебе, Вася, сказал, что не будет поддержки третьей? Во время первой поддержки. Во время первой поддержки. Это было видно. Я очень удивился бы, если бы третья поддержка была бы сделана. Потому что уже первая была так тяжело. Ну, он как дышит. Да, ну, не готовы просто к произвольной программе, как будто бы ребята. И начали с шикарной подкрутки, 4-й уровень, все хорошо. Но потом только двойной тулуп у Леши, и потом падение с двойного акселя. Падение с тройного сальхова, опять же, у партнерши. Ну, много ошибок. Вот смотрим. Только двойной тулуп. То есть вчера шикарный параллельный тройной, сегодня только двойной. Падение с двойного акселя, казалось бы, с простейшего прыжка. Тройной сальхов уже не получился у Алисы. Тоже закончился он падением. То есть я жду не дождусь, когда же пары наконец с прыжковым контентом справятся сегодня. Очень слабо в произвольной программе пока все это выглядит. Выброс Ридбергер с небольшим касанием рукой льда. Ну а выброс флип, который тоже вчера шикарный, пролетный был. Сегодня падение, и такое падение без шансов, как будто не было уже сил. Ну и просто сорванная вот третья поддержка. Причем это не первый раз уже у ребят происходит. Как будто бы надо к произвольной программе как-то пересмотреть отношения и подготовку. Бывает ситуация, когда какие-то срывы на нервах, но тут вопрос не про нервы был, судя по тому, как ты быстро диагностировал, что спортсмен просто не доедет до окончания произвольной программы, потому что не хватает физики. То есть, ну, просто не успели войти в сезон, получается. Ну, я думаю, что да, потому что вряд ли настолько был нервный день. То есть еще первый стартовый номер, ну, имеется в виду в этой разминке. То есть особо там себя не успеешь после разминки там съесть психологически. Поэтому я думаю, что боялись катать произвольную программу, боялись устать, может быть, я не знаю. Мало пар на этапах Гран-при, что в юниорском, что во взрослом. Ну, может быть, решили, что уж лучше, что называется, здесь сделать какую-то пробу пера. Ну как пробу пера? Это очень достойная пара по элементам. Если их собрать в кучу, они достойны быть в тройке. Но не получается почему-то, и очень обидно за это. В целом, это очень классная пара. С классными выбросами высокими, с отличной подкруткой 4-го уровня. Все тройку получают, они 4-ку второй день. Да, подкрутка была крутая. Если он может делать так классно и высоко подкрутку, то и с поддержками проблем быть не должно. Поэтому тут дело не в силовой подготовке, это дело именно в физике. Не готовы катать произвольную программу. Вот в чем проблема. Даже финальное вращение не засчитали. За исполнение произвольной программы Алиса Бледникова, Алексей Карпов. И они получают 84 балла. Это даже меньше, чем у Евы Хмельковой и Владислава Антонышева. Они пока занимают предпоследнее место. Ну, даже не последний, смотрите. На лед приглашаются Юлия Артемьева, Из Перми Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Снова сегодня прозвучит над льдом музыка Балыша Хаваши под названием «Терра Росса. Красная земля». Это очень нежная и элегантная программа. Пусть получится.
Какая красивая пара. И как это замечательно выглядела эта программа Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова. Столько в ней стиля, полета, взаимоотношений, вот, настоящей любви. Прекрасная программа, очень понравилась. Да, до мурашек. У меня до мурашек была программа, хоть и не безошибочно выполнена, но почему-то прям меня задело. Прочитал я ее, прочитал я эти письма, которые ребята друг другу писали. Причем нет каких-то невероятных там изысков в плане монтажа музыки, каких-то там Просто все к месту, Да. все очень музыкально поставлено. Каждый переход, каждый элемент поставлен Кажущаяся простота к месту. такая здесь и в музыке тоже. Ну, а элементы, понятно, что абсолютно чистого катания мы, к сожалению, сейчас не увидели, но достаточно чистого хотя бы для того, чтобы получить эстетическое наслаждение. Ну да, без падений, когда без падений уже здорово. На сегодняшний день то, что мы Радует. наблюдали, да. Сделано. Давай, подержу. Ну, пусть. Вот пишет письмо и отправляет Леша Юлия. Именно с этого движения начинается их программа. Каскад, тройной сальхов и 2 двойных акселя. Неплохо ребята выполнили. Юля на втором прыжке поборолась, но тем не менее не отдала этот элемент и сделала еще один двойной аксель. Подкрутка 3-го уровня, ну так она у них и планировалась. А вот тулуп здесь Леша подвел, конечно. Только двойной раскрылся в воздухе и так называемую бабочку исполнил. Прекрасный выброс флип на одну ножку, хорошо. А вот Тодос судьи почему-то посчитали только на базовый уровень. Ну, наверное, высокое положение у партнерши было слишком... Чуть пониже можно. Вот здесь вот ошибочка тоже руками задела лед. Юля при приземлении с выброса Ридбергера, с тройного Ридбергера. И тоже этот элемент будет с ошибкой засчитан, с понижением. Одна поддержка тоже слетает на уровень 3. Немножко поздно руку отпустил, как мне кажется, Алексей. Не закрыл 2 оборота на одной руке. Тодос назад наружу, он же не самый сложный, да, получается? Оба наружных Тодоса по-своему сложные, но самым сложным считается Тодос вперед, наружу, конечно же. А в чем вот именно этого Тодоса была, ну как это, та сложность, которая им не позволила опуститься достаточно низко? Ну, это привычная такая ошибка, особенно усталости, уже так ноги не сильно сгибаются, и просто этот мостик, который партнерша должна показать, он недостаточный. То есть опять физика в том числе. 120 баллов произвольной, 185 по сумме. На лед приглашаются Анастасия Музыка Мухартова, Вирджинио Дмитрий Айелла Евгеньев. будто пытается эмоционально отразить картины Ван Гога. И они оживают в катании Анастасии Мухартовой и Дмитрия Евгеньева. Их костюмы — это репродукция «Звездной ночи» Ван Гога. Еще одно творение Дарьи Даниловой, выдающегося модельера в мире фигурного катания.
Еще одна красивая пара. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев, ученики Петровой и Тихонова. И еще множество поводов для расстройства, а не только для восторгов, которые мы так любим раздавать всем прекрасным спортсменам. Да, классная программа, и пара уже так любимая зрителями и болельщиками фигурного катания. Умеют они создавать образы на льду, абсолютно точно, это их. Очень катучая такая программа с множеством интересных смен хватов, перестроений. Но, к сожалению, тоже нет чистой произвольной. Занимаются хореографией с ними в этом сезоне Албена Денкова и Максим Ставийский. Ну и, конечно, сам Алексей Тихонов. Скажу потом. Программа про Ван Гога — это инициатива самой Анастасии. Она ее придумала, всю и стилистику, и идею. Очень оригинально. Такого не было. Ну, действительно, с хореографией в этой программе как будто бы все было в порядке. Макс с Албеной знают свое дело. Тройной тулуп, на котором находят недокрутик небольшой у Анастасии, кушечку ставят судьи. Только одинарный аксель вместо двойного у Насти, опять же. И вот еще один двойной аксель, тоже отмеченный буквой Q, то есть небольшой недокрут и на нем находят. Сальхов был классно выполнен. Выброс, флип совсем не попали. Дима ногами как-то рано, как мне кажется, вскочил, и не получилось у Насти спасти этот элемент. Очень важен ритм в парном катании. Вот здесь вот прям идеально вместе подсели, вместе встали. И здорово выполнила Анастасия этот выброс в конце произвольной программы. Немножко тяжеловато в поддержках, как мне показалось, было Диме, но, тем не менее, все доделывал, считал обороты вовремя, старался отпустить руку, и поэтому получает 4-й уровень за все вращения. Вот он снаружи был очень хороший в конце 3-го уровня. То есть, в принципе, по технике тоже неплохо, но... 123 балла. Это на 3 балла больше, чем у их ближайших преследователей Артемьева и Брюханова в произвольной программе. Ну, а по сумме двух программ они опережают существенно. 9 баллов. Алексей. На лед приглашаются Елизавета Осокина, Артем Грицаенко. Пермский край. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Забавно, что сами фигуристы рассказывают в интервью об обоюдном недоверии при первом их знакомстве. Притирка шла, как в лучших романтических комедиях Голливуда. Наверное, об этом можно было бы сделать отдельную программу, пусть пока и короткую. Ну а в произвольной у ребят социальная любовная драма позолоченного века. Танго Роксаны. The streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne.
ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas luchando. Потрясающая пара, интересная, мощная, красивая, статная. И, ну, я не знаю, ну, может, это передается, вот что-то в воздухе витает. Одно, другое, пятое, десятое. Все, хотя, казалось бы, это уж можно расслабиться и просто уже катать. Потому что уже ничего не происходит уже в этом турнире спортивных пар. Но нет. Такое, главное дело, хорошее настроение у ребят было на разминке. Приветствовал публику. Казалось бы, все в порядке. Не помогли сегодня родные стены Артему Грицаенко. Не справился он с прыжковым контентом от слова совсем сегодня. Ну и, конечно, не понимаю я, что такого нервного было. Соперники сегодня сделали все для того, чтобы не напрягаться. Для того, чтобы не напрягаться. Но, тем не менее, турнир парного катания сегодня, конечно, меня расстроил, скажем так, расстроил. Вчера, как я был заряжен и рад как классными короткими программами, сегодня, конечно, ни одного шикарного проката от пар мы не увидели. Я вот еще пуще того, я обескуражен, потому что мне просто интересно, а где корни этого всего, что происходит. Ну, будем просто держать кулаки, пальцы, крестики, не знаю, нас, что наверное, угодно, просто чтобы такого не повторилось. Избаловали немножко юниоры, которые здорово катались в своих этапах первых двух. Кстати, и мы как-то от взрослых стали требовать феерии. Что сейчас на первом этапе у нас тут будет технический взрыв. Да, но, к сожалению, на макаронной фабрике. Юниоры пока катаются сильнее, чем взрослые, если говорить о технической составляющей. Шикарная пара, но ни одного прыжкового чистого проката ни у кого не было, да? Да, ни одна пара сегодня не справилась с прыжковым контентом заявленным. И не самым сложным, на самом деле, потому что Тулуп Сальхов прыгали еще Валова-Васильев. Да у нас Елизавета с Артемом чемпион России по прыжкам вообще-то. Да. Ни много, ни мало. Ну вот постоянно чувствуется какое-то напряжение во всем. Ну вот падение с выброса, конечно, откинет сейчас, скорее всего, ребят с первой позиции. Если бы выброс еще спасти, тогда можно было бы как-то за счет компонентов, за счет уровней сложности остаться на лидирующей позиции. Отрыв был совсем маленький после короткой программы от Мухартова и Евгеньева. И вот это их соперничество продолжается и в этом сезоне этих двух пар. И, как мне кажется, сегодня удача будет на стороне Анастасии и Дмитрия. Но посмотрим, не буду забегать вперед. Но драма большая, драма великая и картинка, которая, так сказать, визуал, эти спортсмены, которые страдают, это тоже уходит в архив воспоминаний, да. Это тоже важно. Увы, ях. В произвольной программе могут из-за Артемия Брюханова улететь. Как оно будет по сумме, узнаем совсем скоро.
Вместе с тренерами Павлом Слюсаренко, Татьяной Тудвасевой ждут Елизавета и Артем своих оценок. Подошли к концу соревнования спортивных пар. И сейчас мы узнаем и победителей, и то, как две другие пары расположатся на пьедестале. Что-то на самом деле с системой там происходит, потому что, как я вижу, все судьи уже проголосовали, выставили свои оценки, а значит, скоро мы ее увидим. За исполнение произвольной программы. По произвольной программе они набирают 117 баллов, и это третий результат вслед за Юлией Артемьевой и Алексеем Брюхановым. Но по сумме двух программ они на 4 балла опережают Юлию и Алексея, становятся вторыми, проиграв 5 баллов Анастасии Мухардовой и Дмитрию Евгеньеву. Таким образом, мы поздравляем спортсменов Анастасию и Дмитрия с победой, их тренеров Марию Петрову и Алексея Тихонова, а также школу «Наши надежды». Результаты произвольной программы и парного катания в общем на ваших экранах. А традиционное стремительное интервью с победителями турнира вы сейчас увидите в исполнении Евгении и Максима. Вот и пары завершили свои произвольные программы, и здесь у нас смена лидеров, потому что после короткой программы совсем чуть-чуть ребята отставали. Ребята, имеется в виду наши прекрасные чемпионы Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Отставали совсем чуть-чуть от Осокина и Грицаенко, но нивелировали это отставание своей произвольной программой и уверенно победили в этом, не только в этом виде программы, но и вообще в соревнованиях спортивных пар здесь, в Магнитогорске, на первом этапе Гран-при России. Ребят, поздравляем вас с победой, с непростой победой. Было видно, что сегодня каталось достаточно трудно. Не все элементы удались с идеальной чистотой. Расскажите ваши эмоции, что, возможно, вам помешало сегодня абсолютно чисто откатать. Понятное дело, что победители не судят, но мы бы хотели бы обсудить все-таки. Спасибо, Женя. Спасибо, Максим, за поздравления. Сегодня, наверное, у нас были соревнования, кто больше наваляет. Точнее, кто меньше наваляет, тот и победит. Неприятно, что такое осадочек остается у нас после произвольной программы. Тем не менее, мы рады победе. Рады, что Магнитогорск покорился, скажем так, нам. Ну и, конечно, пока выброс Луц наш, это наша ахиллесова пята, которую мы будем стараться исправить, чтобы он получался уже стабильно, хорошо и при любом состоянии. Да, и я хочу отметить, помимо того, что были негативные моменты, мы также ищем плюсы, и они, несомненно, есть. Поэтому, Дима, спасибо тебе большое. Мы сделали небольшой прогресс, шаг вперед. Но сегодня вообще всем парам казалось, что каталось тяжело. Видели ли вы, как выступали ваши соперники? Может быть, это тоже на вас как-то повлияло психологически? Я бы сказала, что не столько тяжело ехалось физически, сколько немножко тело не слушалось. Не было как таковой усталости. То есть дисконнект был между головой и телом? Да. А вот из-за чего? Это ответственность? Сложно сказать. В прошлом году нас немножко накрыло физически из-за небольшой акклиматизации. В этот раз мы учли эту ошибку, приехали пораньше. Но как бы что-то все-таки не учли мы. Вчера я ужасно сильно волновался перед короткой программой. Даже не знаю, с чем это связано. При этом отъехали как будто на одном дыхании, даже без запинки, без задоринки. Вот. А сегодня, наоборот, волнения не было никакого, по крайней мере, у меня. Но вот, видимо, не хватило немножко вот этого всплеска адреналина, чтобы получше доехать. Да, после мемориала Панина мы сделали большой объем работы, и мы уже меньше волновались, что где-то подустанем. Так и было.
А сейчас у вас какой план? Немного выдохнуть и потом уже потихонечку вливаться в работу? Или у вас скоро уже старт? Где мы вообще сможем вас увидеть в следующий раз? Сейчас будет небольшой выдох. Мне нужно закрыть все свои пробелы с институтом. И потом вернемся, будем на лед, как следует, будем набирать форму, готовиться к Гран-при в Омске. Да, увидимся в Омске. У нас сейчас как раз будет 3 недельки позаниматься чуть-чуть учебой, закрыть свои долги, побегать по преподавателям. И плюс теперь есть достаточно времени, чтобы уже подготовиться к Омску. Я думаю, что у вас есть прекрасная возможность сейчас передать большой привет вашим преподавателям в институтах и заработать небольшой плюсик на ваших сессиях. Нет, мы будем честно отрабатывать их всеми заданиями и посещениями. Привет передадим маме, папе, Гашуле, Даше, Светозару и Жанночке. А где вы учитесь-то, хоть расскажите? Вы вместе учитесь? Да, в Российском университете спорта. Анастасия еще в бакалавриате учится на тренера. На 5-м курсе. Да. Я на 2-м курсе магистратуры спортивной дипломатии. Будем стараться. То есть на тебя вся надежда? Вот придется все брать в свои руки, чтобы допускали нас на соревнования. Ну, если что, мы запомнили, с тобой надо дружить. В ближайшие несколько лет у нас будет спортивный дипломат. Будем стараться, да. А пока что бери меня в свои руки и выброс лут. Да. Не могу не спросить про переход в новую школу. Вы теперь тренируетесь в школе Татьяны Навки, нашей Надежды. Расскажите, как там у вас построен тренировочный процесс, чем он отличается от того, что был раньше? В общем и целом... У меня нет, это можешь не упоминать. Вот ты спрашиваешь меня, я хочу сказать: Максим, Женя, приходите к нам, приходите на тренировку, посмотрите, что да как. Все спрашивают, но так мало людей к нам приходит. Приходите, любуйтесь. Пожалуйста. Вот Лиза Худопердиева будем очень к нам рады. заглядывала. Да, Лиза приходила, помогала, поэтому мы всех будем очень рады видеть. Тебя, Максим, особенно как золотого специалиста, который нам тоже в свое время очень много помогал. Спасибо большое, Дим, на добром слове. Но не могу еще не спросить. Мне очень понравились программы, честно, и короткая, и произвольная. И, как выясняется, Максим Ставицкий и Албен Денкова с вами работали. Расскажите немножко об этой работе, потому что я очень люблю ребят, и мне очень нравится, как они подходят к делу, и я, правда, наслаждался и короткой, и произвольной этими переходами, нюансами, которые вы на льду воспроизводили. Насколько вам это сложно было по-новому начать кататься? Как ты в такого красавца вырос из Элвиса Пресли? Максим, это был новый опыт для нас именно в плане постановки, потому что впервые с нами работали одновременно 2 человека, которые идеально понимают друг друга, могут что-то показать, что-то придумать. И плюс ко всему, так как обычно всегда у нас были постановщики-мужчины, идут с Настей, что-то делают, сделали, все хорошо. Дима идет, ему неудобно. Все такие, да, какой Дима плохой. Отвернулся, почесался, повернулся, полпрограммы поставили уже со мной. Да. Ему надо учить. А тут очень легко. Максим пошел к Насте, Албена пошла ко мне. Мы попробовали, сделали. Все очень удобно, все очень хорошо. Ну и плюс уровень этой пары говорит за себя. И, конечно, это для нас, во-первых, большая честь с ними была работать. Во-вторых, очень приятно и получать хорошие отзывы после таких программ. Поэтому, Албена, Максим, еще раз вам большое спасибо. Спасибо вам большое, что пришли к нам и еще почистили. И помучились с нами, да. Главное, что в этом есть толк. Золото уже есть в вашей копилке. В следующий раз, когда мы сможем вас увидеть, на каких соревнованиях, вообще какой у вас план на сезон? План на сезон — подготовиться хорошо к Гран-при в Омске. Дальше уже к чемпионату России. Ну и дальше не пропускать все основные турниры. Может быть, где-то еще стартанем обкататься, если, например, у нас на катке будут какие-нибудь соревнования. Почему бы и нет? Хорошо, а технические задачи? Вот какой урок из этих соревнований вы для себя вынесли? Работать, еще раз работать? Продолжать работать в том же духе, что и последнюю неделю. К сожалению или к счастью, у нас не меняется наша задача. Плюс после мемориала Панина Мария с Алексеем капитально взялись за нас. Мы получили такой небольшой хороший втык.
И работа у нас пошла совершенно в другом ключе, и мы постараемся эту работу продолжить. Она уже дала свой небольшой, но результат. И вот мы очень надеемся, что, продолжая в том же духе, очень надеюсь, что будет без травм, без всяких происшествий, и мы продолжим работу, чтобы рассчитывать еще на более высокие места уже на чемпионате страны. Еще на более высокие? Еще на более высокие. Ну, хотя бы на такие же высокие. Неплохо вы замахнулись на чемпионате страны на такие же места. Ну что ж, тогда большой привет передаем в Санкт-Петербург. Готовьтесь, тут у вас, ребят, соперники очень-очень заряженные, да, на борьбу на чемпионате России. Ну что ж, а мы остаемся здесь, пока еще в Магнитогорске, потому что совсем скоро на лед выйдут танцевальные дуэты, покажут свои произвольные танцы, и мы тоже с большим удовольствием за этим понаблюдаем. Остаемся мы с вами вместе с Евгенией, а Дмитрия Евгеньева и Анастасию Мухартову мы отпускаем праздновать победу в соревнованиях спортивных пар. Спасибо, друзья, спасибо, Женя, спасибо, Максим. Спасибо большое, спасибо, Магнитогорск.